Люди в зале уже задыхаются, а в это время владельцев зала уже записывают в потерпевшие. Не в ответчике. Сами потерпевшие в это же время письменно просят следствие срочно арестовать его имущество, потому что, по их версии, люди погибли еще из-за того, как был устроен сам Крокус. События Крокус Сити Холл. Давайте сегодня разберемся, кто понес ответственность, кто нет, а кому почему-то не возникло вопросов, что довольно странно, и можем ли мы быть уверены в том, что расследование было проведено полностью тщательно и исчерпывающе. Агаларовы. Клан. Отец Арас, сын Эмин. Из структуры Крокус Групп. Крокус Интернешнл, ЧОП, Крокус Профи. Это один контур. Они строят выставочные центры, торговые комплексы, аэропорты, стадионы, ковидные госпитали. А теперь еще и гостиницу в Барвихе по госзаказу. Отдельные госконтракты, как пишут деловые СМИ, легко заходят к ним. Суммы идут на десятки миллиардов, при этом долговая нагрузка огромная. Но банк и государство продолжают работать с ними дальше. И именно компания Араза Крокус Интернешнл после нападения официально получает статус потерпевшей стороны. Хотя зал сгорел полностью, а 102 человека, по версии следствия, погибли от факторов пожара. Дыма, огня, закрытых выходов, не сработавших систем. Первый тревожный сигнал всплыл уже после трагедии. Следователи смотрят материалы и фиксируют. Эвакуационные выходы в момент атаки закрыты. Система оповещения не сработала. Новая по документам система пожаротушения не выполнила ни одной возложенной функции. На бумаге это объект, который должен выдерживать пожарный сценарий. В реальности люди ломают двери, ищут выходы вслепую. А адвокаты потерпевших на это реагируют жестко, подают ходатайство, требуют арестовать активы Араза и Эмина. Аргументируют тем, что услуги безопасности и эксплуатации объекта не соответствовали требованиям, и именно это усилило масштаб трагедии. И тут есть странность. Возбуждается дело по 238 статье про небезопасные услуги, но Агаларов остается не под следствием, а в статусе этого самого потерпевшего. Дальше история уходит в деньги. Пока семьи погибших выбивают через адвокатов арест имущества, Крокус продолжает жить своей жизнью. Новые госконтракты, новые проекты. Группа входит в список крупнейших игроков на рынке недвижимости. Доход от аренды оценивают в сотни миллионов долларов. Реализованные площади – миллионы квадратных метров. При этом вокруг отдельных объектов давно копятся вопросы. Рост смет, сдвиги сроков, споры с госзаказчиками. Когда стороны уже на миллиарды обсуждают, кто кому должен. Но все это остается в плоскости хозяйственных конфликтов, а не уголовных дел. На фоне акта нападения это звучит особенно странно. Потому что там, где в регионах за замкнутую дверь в ночном клубе владельцев быстро делают обвиняемыми, здесь у собственника сгоревшего зала статус жертва. Сейчас точка такая. Исполнителям акта вынесли суровые приговоры. Процесс вошел в историю по количеству пожизненных сроков. Следствие официально связывает атаку с ячейкой Вилаят Харасан. А в сторонке идет отдельная линия про пожарную безопасность. Там фигурантами становятся сотрудники зала, отвечавшие за охрану и эксплуатацию, а не владельцы. Потерпевшие продолжают давить на имущественную часть, просят арестовать активы клана. Следствие их ходатайство принимает, но фамилия Агаларовых в публичных обвинениях по безопасности здания все еще не звучит. История зависла в странной такой позе. Есть акт нападения, есть огромные деньги и госзаказ, есть клан, который формально признан пострадавшим, и есть семьи, которые считают, что без его экономии на безопасности их близкие могли бы быть живы. Людей в Крокусе уже считают по телам, а владельца, собственника официально называют пострадавшим. Давайте попробуем честно ответить на вопрос, что делает Агаларовых такими неприкасаемыми. И сначала начнем с семьи. Арас Агаларов, азербайджанский бизнесмен, владелец Крокус Групп, орден почета из рук Путина, доступ к крупным стройкам и проектам, которые ему лично показывать можно, вплоть до встреч с президентом и обсуждения новых жилых комплексов. Его сын Эмин не просто артист. Это первый вице-президент группы и бывший муж Лейлы Алиевой, дочери президента Азербайджана, с которой у него двое сыновей-близнецов и приемная дочь. Формально брак расторгнут, но они продолжают общаться как семья, вместе проводят ужины, делят воспитание детей. То есть у клана прямой родственный мост в дом действующего президента соседней страны, плюс своя диаспора и своя площадка влияния в Москве.
А теперь давайте вспомним и американскую ветку, которую можно заметить в 2013 году, когда Агаларовы вытаскивают в Москву конкурс «Мисс Вселенная» Дональда Трампа. По разным источникам сумма сделки от 14 до 20 миллионов долларов, за который Трамп везет шоу в Крокус Сити Холл. Эмин снимает клип, где Трамп лично появляется в кадре, а сам Эмин публично говорит, что организация Трампа тогда очень нуждалась в деньгах, которые могла дать Москва. После конкурса у них начинается уже не разовая сделка, а отношения, встречи в Нью-Йорке, обсуждение совместного девелоперского проекта в Москве, контакт и кругом люди Трампа через посредников. Имя Агаларова всплывает в американских расследованиях по русскому следу, как человека, который был удобным проводником между московскими деньгами и окружением будущего президента США. Параллельно идет линия на Кремль. Арас не из ближайшего окружения Путина, но он тот, кого приводят показать проекты. Встречи в формате президент-губернатор Агаларов, доклады о строительстве жилых массивов и инфраструктуры, орден почета за вклад. Это не уровень обычного подрядчика. Фактически он становится человеком с доступом сразу к 3 центрам силы: Кремль, семья Алиевых и политический блок, который в какой-то момент ассоциируется с Трампом. На фоне этой конфигурации уголовное дело против клана – это уже не про один сгоревший зал, а удар сразу по 3 направлениям, где у России присутствуют свои интересы. И вот на этом фоне происходит акт нападения. Зал горит, люди гибнут. А собственника объекта признают потерпевшим, а не лицом, ответственным за безопасность. Хотя по документам именно его структуры отвечали за эксплуатацию и охрану. Потерпевшие пишут в Следственный комитет: арестуйте имущество, люди погибли, и из-за того, как был устроен объект и организована безопасность. Следствие возбуждает дело по небезопасным услугам. Но формально в открытых документах к Аразу и Эмину это не подводят. На словах крупный предприниматель, пострадавший от нападения. В жизни владелец комплекса, через которого проходят государственные миллиарды, у которого дети и связи в верхах 3 стран. Если сложить все вместе, получается не мистика, а система. Родственные связи с президентской семьей Азербайджана. Личная история с Трампом и его окружением через конкурс «Мисс Вселенная». И совместные планы. Публичные встречи с Путиным, орден, госконтракты и роль своего девелопера для государства. В такой конфигурации любое серьезное расследование Агаларовых автоматически тянет за собой вопросы. Кто давал контракты, кто закрывал глаза на безопасность, кто подписывал документы. Это уже не просто дело против одного клана. Это цепочка вверх по вертикали. И пока ее никто не трогает, они остаются в удобном статусе, богатые, влиятельные, формально потерпевшие. Фактически люди, вокруг которых слишком много важных связей, чтобы просто взять и поставить их на одну скамью с остальными. Начнем с простого вопроса. Почему после Крокуса у нас в СИЗО какие-то нападавшие? Ну, это вроде как очевидно. Но как же те, кто владел сгоревшим залом? Да можно бы, наверное, их проверить и на причастность, ну уж по крайней мере заподозрить. Откуда могли нападавшие вообще знать, что там плохая пожарная безопасность? Сегодня это, наверное, даже редкость. Ну, давайте попробуем собрать картинку целиком. Есть клан Агаларовых, Арас и его сын Эмин, жена Ирина, дочь Шейла. Семья растянута по 3 странам, корни в Азербайджане, часть родственников и бизнесов в США. Основная империя в России через Крокус Групп. Эмин был женат на Лейле Алиевой, дочери президента Азербайджана. У них 2 сыновей и приемная дочь. Они до сих пор вместе появляются на семейных ужинах и мероприятиях. Условно в одной ветке Кремль и госзаказ, в другой президентская семья Азербайджана, в третьей американская история с Трампом и Мисс Вселенной. Американский узел. В 13-м Трамп везет Мисс Вселенная в Крокус за многомиллионный контракт. Эмин снимает клип, где Трамп, соответственно, играет камео. Они встречаются в Москве, Нью-Йорке, обсуждают совместный девелоперский проект. В перспективе его люди называют Агаларова человеком, который может все устроить в Москве. Взаимный интерес. Позже имя Эмина и его помощников всплывает в американских расследованиях по русскому следу вокруг кампании Трампа. На уровне имиджа это не просто девелопер из Подмосковья. Это персонаж, которого связывают с московскими деньгами и окружением президента США. То есть, в общем-то, не очень хорошие факты. Параллельно Арас встречается с Путиным, показывает ему свои проекты, получает орден почета за вклад. Теперь смотрим, как система работает в других, схожих трагедиях. А то вдруг будет выглядеть так, что... цепляюсь я к словам и событиям,
Ну а на самом деле так всегда и бывает. Они владельцы, и к ним вопросы в последнюю очередь. Однако, ну давайте приведем примеры. Пожар «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018 года огонь, десятки погибших. Уже в тот же день задерживают и допрашивают гендиректора компании и эксплуатанта на 3 руководителей и подрядчика пожарной сигнализации. Заводят дела по 219, 238 статьям. Нарушение пожарной безопасности, опасные услуги. Через несколько дней суд арестовывает гендиректора компании, собственника Юлию Богданову. Ее потом приговорят к 14 годам. Управляющую суденок к 13. Тех директора, подрядчиков и охранника тоже посадят. Пожар в клубе «Хромая лошадь». 156 погибших, соболезнования родным. Владелец Анатолий Зак. В итоге получает почти 10 лет колонии, по 238. Вместе с ним осуждают арендатора, организаторов шоу и проверяющих из Госпожарнадзора. Лагерь Халдоми в Хабаровском крае. После пожара с погибшими задерживают директора лагеря, владельца туркомплекса и сотрудника МЧС. Все проходят по 238, 109 статьям и их сразу отправляют под стражу. То есть шаблон понятен. Есть трагедия с пожаром и гибелью людей. Автоматом летят по цепочке собственник, гендиректор, управляющий, подрядчик, пожарники, местный МЧС. Следственный комитет в первые дни дает картинку, кто отвечал за объект, кого задержали, кого арестовали. В «Зимней вишне» и «Хромой лошади» это сработало по учебнику. Владельцев и ключевых управленцев вытащили в публичное поле как фигурантов, а не как пострадавших бизнесменов. Теперь возвращаемся в Крокус. Здесь тоже есть пожар. Сотни погибших и пострадавших. Вопросы к эвакуации, к работе пожарной сигнализации, к охране. Следствие возбуждает дело по 238, как и в тех историях. Об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Но дальше все идет по другой траектории. Собственника Крокус Сити Холл, Крокус Интернешнл Араза Агаларова официально признают потерпевшим. Семьи погибших в ответ письменно просят арестовать его имущество, указывают, что люди гибли из-за нарушений пожарной безопасности и организации эвакуации. То есть в одном и том же деле объект и его владелец для одних жертвы, для других источник смертельного риска. Почему так? Потому что Агаларовы не просто владельцы одного ТРЦ. За ними стоит империя на госденьгах и международных связях. Крокус Групп десятилетиями строит для государства кампус ДВФУ, объекты Восточного стадиона к чемпионату мира, части ЦКАД, автомобильной дороги, павильоны и аэропорты. Контракты идут на десятки миллиардов. Долги перед Сбербанком измеряются сотнями миллиардов. Но банк не душит, а реструктурирует. Потому что за этими стройками стоит сам государственный заказчик. Плюс совместные проекты Ростехом, ковидный госпиталь в Крокус Экспо, без конкурса, свежие заказы, вроде гостиницы в Барвихе уже после акта в Крокусе. Если в такой конфигурации всерьез заходить в уголовное дело против клана, придется отвечать не только на вопрос, почему не работала пожарка в зале, но и на другие. Кто подписывал контракты, кто закрывал глаза на нарушения, почему именно этой группе отдавали стройки объекты, а потом еще и признавали ее владельца потерпевшим. Что это такое? Это уже не локальная история. Это история, которых боятся.